Всем физкульт-привет! В этом видео мы сделаем обзор на очень необычного и удивительного культуриста. Он стал известен не за счет своих каких-то супер выдающихся спортивных достижений. Хотя, конечно, он и в этом преуспел. Например, у него был очень заостренный пик бицепса. Но в первую очередь знаменит он стал благодаря своему спортивному долголетию. Это Альберт Беклс по прозвищу Дядя Бенз. На сегодняшний день самым известным долголетним лидером профессионального бодибилдинга является Декстер Джексон, который выступал до 50 лет. Но если в этом плане сравнить его с Альбертом Беклсом, то Декс еще юный зеленый паренек. На своем самом первом турнире по бодибилдингу Альберт выступил в 1971 году. На тот момент ему был уже 41 год. Многие топовые атлеты в этом возрасте уже завершают свою карьеру, а вот Альберт только начал. Если вдуматься, то он начинал выступать во времена чемпионства Арнольда Шварценеггера, а закончил во времена Дориана Яца. Этот темнокожий бодибилдер появился на свет 14 июля 1930 года на солнечном и жарком острове Карибского моря Барбадос, который известен по пиратским романам. Когда Альберту было 10 лет, он очень часто посещал боксерский зал, где тренировался его старший брат. И именно там будущий спортивный долгожитель в первый раз увидел штангу и загорелся желанием тягать тяжести. С того времени он активно стал заниматься тяжелой атлетикой. Юный атлет пытался делать жим штанги стоя. Со временем это очень хорошо помогло ему в несколько раз улучшить силу, набрать хорошую базовую мышечную массу и в целом укрепить свое тело. Затем Альберт вместе со своей семьей переехал жить в Великобританию. И там он всерьез переключился к занятиям пауэрлифтингом и начал усиленно тренироваться уже в этом направлении. У него появилась заветная цель – стать чемпионом по пауэрлифтингу. Однако этому не суждено было сбыться, потому что Альберт поступил на службу в армию, заключив контракт с Министерством обороны Великобритании сроком на 20 лет. Во время прохождения службы у него появилась прекрасная возможность поддерживать себя в очень хорошем тонусе и улучшать свою форму. Но был и большой минус. Он не смог участвовать ни на каких соревнованиях, потому что совмещать военную службу с выступлениями на турнирах было невозможно. Зато он целиком и полностью с большим фанатизмом посвящал себя тренировкам. А вот когда срок действия его контракта истек, Беклс начал тренироваться еще сильнее и набросился на тренировки как изголодавшийся зверь. Это и дало хороший толчок в его будущей спортивной карьере, которую он начал в 41 год. В то время больше всех Беклс хотел быть похожим на Ларри Скотта и старался равняться на него. По его словам, когда я начал серьезное занятие, именно Ларри Скотт был тем человеком, за которым мне хотелось идти, признавался он. Особенно мне нравились его бицепсы. Я смотрел на них и мечтал накачать такие же, говорил Альберт. На протяжении почти всей своей карьеры Беклс был относительно массивным атлетом. Его рост 170 сантиметров, а вес доходил до 100 килограмм. У него была очень массивная шея и хорошо проработанные руки и ноги. Хотя объем его бицепсов не отличался какими-то огромными размерами. Они у него были всего 48 сантиметров, имели очень внушительный заостренный пик, а объем его бедер составлял 64 сантиметра. При этом у него была узкая талия в 79 сантиметров, и в целом он выглядел очень эстетично. Альберт тренировался 7 дней в неделю, по 2 раза в день, утром и вечером, потому что ему хотелось наверстать и догнать ушедших в отрыв более молодых соперников. Со временем у него настолько сильно раскачались руки, что он вообще перестал их нагружать в межсезонье, и только лишь за несколько недель до соревнований он делал за одно занятие по 6 подходов для бицепсов и столько же для трицепсов.
и это считалось очень мало по тем временам. Чтобы построить такие бицепсы, мне понадобилось около 5 лет, говорил Бэклс. В первый же год своей бодибилдерской карьеры Альберт получает карту профессионального бодибилдера от Федерации IFBB и 2 раза триумфально побеждает на турнире «Мистер Вселенная» в 1971 и 1973 году. Для начинающего выступающего атлета это был сокрушительный успех, после которого его карьера затянулась еще более чем на 20 лет. И все это время она у него была достаточно успешной. Он появлялся на всевозможных аренах и участвовал более 100 раз на разных турнирах. За все это время стать первым у него получилось 10 раз. Альберт Бэклс является рекордсменом по количеству участий на турнирах Мистер Олимпия. На ее сцену он выходил 13 раз. И что касается Олимпии, то на ней он 6 раз входил в 5 лучших. А самым успешным результатом на Олимпии было 2-е место, которое он занял в 1985 году. И что примечательно, на тот момент ему было уже 55 лет. Он лишь уступил тогда 26-летнему Ли Хейни. Но настоящий момент бодибилдерской славы у Альберта произошел лишь под конец его долгоиграющей карьеры. Это произошло весной 1991 года. Тогда проходил турнир Ниагара Фоллс, по американским меркам вполне престижный для билдеров среднего уровня. Но итоги того соревнования изрядно взволновали всю мировую качковскую общественность. А дело все в том, что победил тогда, как вы уже поняли, Альберт Бэклс. Но все очень сильно удивились, когда узнали, что Альберту был уже 61 год, хотя по телосложению и форме выглядел на 30 с небольшим. Для бодибилдинга это стало настоящим феноменом. После того события все кинулись изучать биографию Бэклса и подробно узнавать, кто это такой. Вот только тогда он и обрел настоящую мировую известность, как нестареющий бодибилдер соревновательного уровня. В том же 1991 году он в последний раз принял участие на турнире Мистер Олимпия, но оказался где-то на последних местах. Затем, после того ошеломительного успеха, Бэклс участвовал еще на нескольких турнирах, и когда ему уже было 62 года, он решает завершить свою долгую и победоносную карьеру. На сегодняшний день он живет в США, в городе Лос-Анджелесе. 14 июля 2022 года Альберту исполнилось 92 года, но он до сих пор держит себя в форме и регулярно, как может, тренируется. При этом особо нигде не мелькает, но иногда он не против дать интервью журналистам и разным спортивным блогерам.